Мы отправляемся с вами в страну гор, вина, хинкалей, мягкого климата и гостеприимных людей, а точнее в самое сердце Грузии, в Тбилиси. В этом выпуске мы изучим разные грани столицы, посетим 25 самых интересных мест и прочувствуем ее атмосферу. Реальную атмосферу, такая, какая она есть. Мы будем идти по нарастающей, так что смотрите это видео до конца и приятного вам просмотра. И начнем мы нашу прогулку с площади Вахтанга Гаргасали, грузинского царя, который по некоторым данным основал Тбилиси. Мы с вами находимся в исторической части города, поэтому уже можем прочувствовать его душевную и аутентичную атмосферу. Прогуливаясь вдоль реки Куры, мы попадаем на знаменитую тусовочную улицу с красочными барами, клубами и ресторанами. Интересно, что названа она была в честь французского путешественника Жана Шардена, который изучал Грузию. Ночью здесь кипит жизнь, но и днем прогуляться, конечно же, стоит. Мост мира – это, пожалуй, одна из самых популярных локаций в Тбилиси. Его спроектировал итальянский архитектор, а построен он был во времена правления Саакашвили. Кстати, многие жители мост так и не приняли. Плавные формы из стали и стекла, современная архитектура и уличные музыканты на мосту произвели на меня приятное впечатление. А вот общий шум и эксплуатация животных не очень. А еще мне особенно откликнулась идея с интерактивной световой системой, которая при помощи азбуки Морзе в вечернее и ночное время каждый час изображает один из элементов таблицы Менделеева, существующей в организме человека, таким образом символизируя всеобщее единство и подтверждая свое название – «Мост мира». Переходя мост, сразу попадаем в парк Рики. Как говорится, к нему ведут все дороги в Тбилиси, и это правда так. Парк находится в самом центре города, на левом берегу реки Куры. Тут же находится нижняя станция канатной дороги, по которой можно быстро добраться до крепости Нарикала, статуи Мать Грузии и ботанического сада. Первые две достопримечательности мы обязательно посетим чуть позже в этом видео. Из интересного в парке есть воздушный шар, прям копия шара из Кракова, Польши. Да, я думала, он уникальный в своем роде. Гигантский рояль, огромная шахматная доска и концертный зал Рики. К сожалению, не рабочий. К слову, что это за штука и что с ней произошло? Эти две футуристические трубы должны были стать культурным комплексом, но так и не стали. 2 года назад, при 4-й попытке продать эти трубы на аукционе, одна компания таки решилась на это. Причем за выгодные $3 миллиона вместо исходных 44. Казалось бы, это успех, но здание так и не открылось. И все, что мы можем сделать с вами, это впечатлиться его необычным визуалом. За невероятным балконом, шикарными фото и красивыми видами однозначно идите к дворцу Дариджан. Раньше это место служило резиденцией супруги короля Ираклия II, одного из царей нынешней Грузии, а сейчас тут находится небольшой женский монастырь. Совсем рядом расположен район Метехи, одно из старейших мест в Грузии, где когда-либо жили люди. До недавних пор здесь был Метехский замок, пока его не снесли. Одноименный храм тоже разрушали, но его не раз восстанавливали. Кстати, в 19 веке замок превратили в тюрьму, которая производила мрачное впечатление. Сейчас тут, конечно, уютно и красиво. Само место, скала, река и панорама, очень живописное, в солнечную погоду. Во внутреннем дворике есть лавочки и питьевые фонтаны, так что и здесь можно бесплатно насладиться видами и передохнуть перед следующей локацией. Время канатной дороги, как я и обещала. За 2,5 лари и, да, увы, всего 2 минуты вы можете насладиться нереальной панорамой на старый и новый Тбилиси. Быстро, да, но удобно, тепло и очень красиво, конечно. Выйдя из кабинки и повернув направо, мы с вами окажемся у величественной статуи Мать Грузии. В правой руке она держит меч, чтобы встретить тех, кто пришел с войной, а в левой – чашу с вином для гостей, пришедших с миром. Монумент был построен 65 лет назад, когда Тбилиси отмечал свое 1500-летие. Сначала статуя была деревянной, потом алюминиевой, а в 90-е годы ее заменили на ту, которую мы с вами видим сейчас. Еще одно уникальное место Тбилиси – это Битлеми. Одно слово
5 локаций: район, улица, лестница и 2 церкви. Старинная лестница-улица насчитывает 120 ступеней, которые я настоятельно рекомендую протопать каждому. Продолжаем изучать старую часть столицы Грузии. И на очереди у нас живописный милый сквер местного художника Гудиашвили. Супер колоритное место с кучей интересных деталей и красивыми, недавно отреставрированными домами. На площади Свободы мы долго задерживаться не будем. Тут очень оживленно и шумно, а в центре возвышается памятник Георгию Победоносцу. Не знаю, как вам, а мне он сразу напомнил монумент на площади Независимости в Киеве. Главной архитектурной достопримечательностью Тбилиси можно смело назвать башню с часами. И нет, она не падает, ее так построили. Автор визитной карточки Тбилиси Резо Габриадзе. В 2010 году, после путешествия, цитирую, «машиной времени во времена Византийской империи», он вместе с другими творческими людьми построил уникальную башню. Внутри нее находится механический кукольный театр, так что 2 раза в день в 12 и 19:00 тут можно увидеть спектакль «Цикл жизни», а каждый час к вам выходит ангел, чтобы позвонить в колокол маленьким молоточком. Если вы спросите, куда пойти в Тбилиси за вкусной едой, свежими фермерскими продуктами и колоритной атмосферой, то я скажу сразу – базар Арбелиани. В конце 2021 года на месте бывшего колхозного рынка в центральной части Тбилиси открылось обновленное современное торговое пространство. 3 этажа, 10 тысяч квадратных метров, более 100 точек продажи фермерских продуктов и гастротур по разным кухням мира не оставят вас равнодушными. Я лично обожаю такие места, и мне достаточно по ним прогуляться, чтобы получить дозу приятных впечатлений, в том числе в плане цветовой эстетики. Вот чем-чем, а своей кухней Грузия похвастаться может. Да еще как. Лично у меня она стоит в топе, рядом с польской и украинской. И в чем же ее особенности? В насыщенности, сытости, пряности и богатстве вкуса. Собственно, хмели сунели стали главным нашим сувениром, и вам рекомендую что-то прихватить с собой. Кроме того, в блюдах часто используется много овощей и зелени, жирное мясо и соусы. Ну и, конечно, тесто. В Грузии его много не бывает. Национальных блюд десятки, из самых популярных можно выделить хинкали, хачапури, бадриджани, пхали, далму, харчо, чурчхелу. Список можете продолжить в комментариях. Из напитков это, конечно, вино, борджоми, лимонад и чача. Своими впечатлениями о грузинской еде в Грузии я делилась во влоге. Можете его посмотреть. Следующее место для нас с Андреем особенно памятное – это Дом юстиции, в котором мы буквально вчера стали мужем и женой. Фишка этого дома в том, что все необходимые документарные дела можно сделать в одном месте. Перечислять услуги не буду, тут их около 300. А само здание выглядит потрясающе и похоже на цветок с 11 лепестками. Хочу отметить, что зарегистрировать брак в Грузии намного проще, чем в Польше, что и было, собственно, целью нашей поездки. Мы, кстати, сняли отдельное душевное видео во влоговом формате про день росписи и всю поездку в целом. Так что, если хотите прожить с нами это важное событие, после просмотра этого видео переходите к влогу. Ссылка вас ждет в описании. А мы переходим к очередной must-visit достопримечательности Тбилиси – крепости Нарикала. Старинная крепость расположена на Святой горе в самом центре города и была построена 1500 лет назад. За исторической атмосферой и панорамными видами вам однозначно сюда. Вход тут бесплатный, а добраться до крепости можно пешком или на канатной дороге. Из природных мест стоит, пожалуй, выделить водопад Лев-Тахеви. Название такое благодаря инжиру, а точнее фиговым деревьям, которых растет очень много в окрестностях. Водопад находится недалеко от крепости Нарикала, в ботаническом саду, и спадает с высоты 22 метров. Сейчас тут, конечно, падают камни, это неожиданно было, поэтому подойти к водопаду вы не можете, но подснять его можно вот здесь, тут есть дырка.
Чем еще славится Тбилиси, так это серными банями. Согласно одной из легенд об основании Тбилиси, царь Вахтанг Гаргасали охотился в этом районе на фазана и нашел горячий источник. А точнее фазан упал в горячий источник и сварился. Царь был так рад этой находке, что приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города. Все бани построены в восточном стиле и очень красивые. Бани рабочие, так что вы здесь можете релакснуть в шикарных номерах за 100-600 лари или сходить на разные виды массажа, которые стоят в среднем 200 лари. Горячая вода в этом месте поднимается из недр земли с глубины 2500 метров. Ну и эффект от такого отдыха целительный и расслабляющий. В Тбилиси много красивых духовных мест, но храм Святой Троицы особенно выделяется. Это главный кафедральный собор города, и его можно увидеть с любой точки. Во-первых, храм восхищает своей архитектурой и масштабами. По высоте 100 метров в сумме он занимает 3-е место среди всех православных соборов в мире. Во-вторых, собор молодой и был основан в 2004 году. И в-третьих, отдавая дань традициям, в фундамент заложили святые предметы, среди которых были, например, камень с горы Синай, где Господь дал 10 заповедей Моисею, и камень из реки Иордан, где крестился Иисус Христос. Но и тут без скандала не обошлось. Цминда Самеба был возведен на территории старого армянского кладбища, и строители отнеслись без должного почтения к останкам и надгробиям, просто выкинув их, что вызвало волну возмущения армян, в том числе живущих на территории Грузии. Следующее место в нашем списке – это фабрика, но не в плане завод, а современно-культурный центр, расположенный в здании бывшей швейной фабрики. Комплекс стал символом обновления, отдыха и переосмысления, очень круто соединив старое с новым. Тут есть самый большой в регионе хостел, коворкинг, кафе, рестораны, открытый двор, художественные студии, магазины и образовательные учреждения. Место живое и популярное, с очень крутой атмосферой. Надеюсь, вы еще не устали, потому что следующие локации не менее интересные. Например, сзади меня находится Тбилисский академический театр имени Котема Раджанишвили, один из ведущих драматических театров Грузии, который был открыт в 1928 году. Раз уж начали про театры, то и закончим с ними сразу. К вашему вниманию Тбилисский государственный театр оперы и балета, построенный в мавританском стиле. На канатной дороге покатались, время фуникулера и подъема на самую высокую точку Тбилиси. Виды с обзорной площадки тут, конечно, обалденные. Стоит учитывать, кстати, что здесь холоднее, поэтому нужно теплее одеваться, особенно если вы зимой. И сегодня мы еще попали в туман, поэтому тут не особо все видно, но просто представьте, как здесь летом атмосферно, вот сидеть в той кафешке, там внизу есть места, и просто смотреть на весь Тбилиси. Мтацминда, или Святая гора, является одновременно природной достопримечательностью, локацией для развлечений, а также святым местом, благодаря находящемуся здесь храму. Высота горы 740 метров, так что наверх сюда проще подняться на фуникулере или автобусе, а вниз спуститься пешком, если есть желание. В плане развлечений тут есть большой парк аттракционов с 3 разными зонами – для детей, семейного отдыха и экстремальные. Последние точно не для меня, вот эти все американские горки, дома с привидениями и все в таком духе, но в целом парк, конечно, крутой. Для семейного отдыха не на 1 час самое то. Следующее место просто сносит крышу, потому что просто посмотрите на масштабы этой скульптурной композиции. Перед вами 16 колонн высотой до 35 метров, на которых изображена история Грузии и жизнь Христа. Находится памятка уже не в центре, а в северной части Тбилиси, возле Тбилисского моря. А вот и море. Фактически это, конечно, не море, а водохранилище, созданное на месте соленых озер. В длину наше море почти 9 километров, в ширину близко к 2, а максимальная глубина 45 метров. Если кратко, то это важная рекреационная зона Тбилиси и суперживописное место, ожидающее ваших камер и глаз. И еще один район столицы Грузии, который мы с вами посетим, это район интеллигенции – Баке.
В советские и постсоветские годы здесь селились, скажем так, непростые люди, представители власти. Поэтому дома здесь солидные и считаются богемными, а храмов почти нет. Район знаменит этнографическим музеем под открытым небом, Черепашьим озером и парком в Оке, в котором мы с вами сейчас находимся. В послевоенные годы он, кстати, назывался Парком Победы. А теперь по конкретике и личным впечатлениям. В плюсы Тбилиси и Грузии я бы отнесла очень вкусную еду, интересные локации, старинные дома с резными балконами, красивую природу и дешевое такси. Люди тут душевные, готовы всегда помочь. Многие говорят на русском или английском, и это одно из немногих мест, где легче и быстрее всего пожениться иностранцам. Минусов побольше, и мимо них не пройдешь. Здесь шумно, много старых разваливающихся домов, проводов, хаоса, бездомных собак и того, что они оставляют буквально везде. В аэропорту и туристической части полно продавал, причем иногда наглых. Ко мне даже пыталась привязаться гадалка. Цены тут выше, чем в Польше, что странно. Есть мусор, его не сортируют, а в магазинах на каждую единицу овоща, фрукта брать пакет – это норма. Водители пропускать не спешат, а подъемы в гору резкие и тошнотворные. Ну, а язык сложный и совсем непонятный, но это не минус, просто как факт. Зато многие надписи дублируются на английском. Одним словом, Грузия подарила массу впечатлений и на самом деле многому научила, за что я ей благодарна. Делитесь в комментариях своим опытом туризма и жизни в Тбилиси и удалось ли нам передать вам его атмосферу. В сумме на это видео было потрачено около 2 недель, включая 3 дня съемки и 6 дней монтажа. Спонсора в нем не было, поэтому в качестве благодарности и если вам понравился выпуск, можете поддержать наш канал донатом по ссылке в описании. Будем благодарны за любую помощь, даже минимальную. И увидимся совсем скоро. Пока!